Друзья, всем привет! С вами Александр, и сегодня говорим про нейросети. Нейросети все сильнее входят в нашу жизнь. С помощью некоторых нейросетей можно даже зарабатывать прямо сейчас. И сегодня я вам расскажу про одну из этих сетей, а точнее про нейросеть Midjourney, которая создает изображение по вашему описанию. Она не просто создает, можно сказать даже, что она творит. Посмотрев на работы, которые выдает эта нейросеть, просто диву даешься, насколько это интересно. Я расскажу, как подключиться к этой сети, как ею можно управлять и какие есть настройки, потому что это очень важно, потому что правильно настроив эту нейросеть, можно на ней и заработать, и получить просто шедевральные рисунки. Усаживайтесь поудобней, начинаем. Midjourney – это нейросеть, которая может генерировать по вашему описанию и используя примеры фотографий, которые вы можете ему скормить, ну не только фотографии, а любого рисунка, и она на их основе, на основе примера, можно без примера, можно просто словами описать, что вы хотите, и она сгенерирует вам картинку. Нейросети сейчас очень широко используются, в том числе в криптовалютах. Например, всем известная сеть Sui, в которой сейчас идет тестнет, и есть такое приложение Кэпи. Это вот такие вот прикольные зверушки, NFT Marketplace, где вот эти зверушки можем покупать, изменять, модернизировать и так далее. И вот у них сейчас идет, ну, может уже закончился конкурс, где вы таким же образом, то есть берете своего капика, вот это животное, описываете, что вы хотите, и она вам рисует. Вот это был мой капи. И я написал, что там космос, астронавт, битва, что-то такое я написал, уже не помню. И вот, в общем-то, она мне сгенерировала мой капик в космосе. Вот там какие-то на фоне идут битвы, самолеты и так далее. То есть эта штука уже как бы реально работает и нас просто даже заставляет этим воспользоваться. Но возвращаемся к Midjourney. Чтобы воспользоваться сетью, нажимаем Join Beta. Нажимаем Join Beta, нас перекидывает сразу как бы в Discord. Это все общение происходит именно через Discord. Тут 1 миллион человек в сети, ребята. Это мега популярные вещи нынче. Да, конечно же, я человек, и нас просит выбрать здесь тюльпанчики. Проверить, достаточно ли извилин в нашей нейросети в мозгу, чтобы найти там тюльпаны. Отличить их от роз. Ну вот сразу мы видим как бы примеры, да, которые люди уже, я так понимаю, обработали. Как видите, на основе реальных фотографий с какими-то условиями это все дело было сделано. После того, как мы зашли, мы видим здесь много разных веточек. Нас интересуют ньюбисы. Это бесплатные аккаунты. Остальные ветки там могут быть закрытыми, потому что они для платных участников. Но перед тем, как что-либо здесь делать, нам нужно принять условия пользования. Пишем косую, видим здесь Imagine, Prompt, автоматически подтянулся и что-нибудь написали. И нам выскочило сообщение. Отлично, мы, в общем-то, это сделали. А теперь давайте все-таки выберем ветку, в которой будет меньше сообщений, чтобы вот так вот нас не выбрасывало. Смотрите, сколько людей уже набросали после моего запроса. Потом мы нажимаем на какой-то сайт нубиков и вот здесь вот ищем веточку, в которой активности поменьше. Ну, например, день назад была активность. Здесь людей сейчас немного и не будет постоянно идти лента сообщений. Ну, в общем, а теперь давайте попробуем что-нибудь сгенерировать. Поскольку это у нас бесплатный аккаунт, количество попыток у нас ограничено. Что-то их там в районе 20. Давайте пишем image prompt. Даже вот так вот. Давайте это все дело уберем. Вот так вот пишем команду. Кроме того, что мы можем сделать просто описание файлов, там красивый белый зайчик на поляне, это все дело, естественно, нужно сделать на английском языке. Google переводчик вам в помощь. Также после описания мы можем указывать определенные параметры. Например, вот тест P, AR 16.9, Full HD, то есть, ну, вы понимаете, это касается разрешения, пропорций и так далее. Сейчас давайте посмотрим, что оно сгенерит, а потом я вам покажу. Вам есть сайты-помощники, которые позволяют нам уточнять параметры нейросети, указывать так называемые теги. Ну а между тем, ребята, на канале есть много видео про проекты, которые... Ну а кроме этого, ребята, на канале есть много видео о проектах, которые приносят деньги. Например, метавселенная, в которой можно побегать там часок-другой в месяц и заработать пару десятков баксов. Это, допустим, Sandbox. Есть несколько Move to Earn игр, которые сейчас неплохо платят. Это такие игры, как Yugiverse с окупаемостью там дней 40. Уже совсем скоро выходит Move to Earn игра Spexy. Тоже посмотрите это видео, ознакомьтесь. Начните использовать бета-версию, потому что кто зашел первым, тот и заработал больше всех. Также есть другие
Play to Earn игры, такие как Age of Mars. Посмотрите видео, как получить 2 бесплатных NFT-шки. Или, например, NFT-игра Aurora, где мы покупаем генераторы, их можем прокачивать вплоть до 15 уровня и увеличивать свою доходность в 6 раз. Также есть игра Cannaboys, в которой можно садить кустики из конопли, выращивать, разбирать на семечки, продавать, собирать урожай, тоже на этом зарабатывать. Довольно много интересных проектов, которые сейчас работают и платят. Ознакомьтесь с соответствующими видео на канале. Скормил им картинку Игуверса, вбил сюда слова Space, Money, Bitcoin и параметры Full HD, разрешение 16 к 9. Ну, наверное, тут надо было либо один, либо второй, но не суть важно. И давайте мы посмотрим, что она нам нарисует. И я уже вижу, что выглядит довольно-таки неплохо, ребята. Смотрите, какой прикол. Вот так вот выглядит. Ну, правда, вот с названием что-то тут как бы не срослось. Но игуаны нарисовала, что прикольно. Но за основу я давал вот эту вот картинку. Использовал я для помощи вот такой вот сервис. Prompt Money. Тут вы просто сюда вбиваете картинку, во второе поле вбиваете описание. Здесь можете выбрать, как бы в каком стиле рисовать. Это будет лицо, там предметы, ландшафты. Дальше вы можете выбрать вот там разные детали. Вот, допустим, камера я тут выбрал, дисплей, resolution я тут выбрал Full HD. Здесь разные фильтры можете покопаться. Есть еще второй сайт, называется Midjourney Prompt Helper. Здесь то же самое, вот эти вот теги можете тут клацать, тыкать. Видите, размер, вот size, можно wallpaper выбрать, вот пропорции, ну то же самое. Покопаетесь, в общем-то, что-то найдете для себя полезное. Так, ну а я, в общем, вижу хороший таки довольный результат. Нажимаем внизу открыть в браузере, и у вас открывается картинка в хорошем разрешении. И, в общем-то, ну не считая вот этой вот как третьей ноги у игуаны, немножко покореженных пальцев, в принципе, вот эта картинка и вот это вообще отлично. Здесь немножко поправить. В общем-то, я думаю, это дело все пригодится. Я думаю, в следующих превьюшках вы увидите у меня эти картинки. Вы можете нажать вот эту кнопочку, и нейросеть перегенерирует заново это все дело. Ну и также, как вы видите, здесь по умолчанию ставится 4 картинки. Под картинкой вы видите кнопочки U1, 2, 3, 4 и V1, 2, 3, 4. Ну, как вы поняли, 1, 2, 3, 4 это номер картинки. А что такое U, что такое V? То есть V это просто увеличить картинку без доработки, ну, сгенерировать вот эту вот одну картинку большого размера, вот как это вся. А U это сгенерировать ее в высоком разрешении, но еще ее улучшить. Я нажал U1, чтобы сгенерировать большую картинку первого варианта. Она должна быть как-то там немножко улучшена, но что-то я говоря, по-моему, ничего я тут особо не вижу. Хотя, посмотрите, тут был такой вот на заднем фоне желтый цвет. Ну, в принципе, так он и остался. Вроде как ничего особо не изменилось. Также напоминаю, что вот каждая попытка что-либо сделать, то есть увеличить картинку, вот перегенерировать, это все тратит наши попытки. У нас 20 там, или 20 с чем-то попыток, надо покопаться, оно меняется со временем, эти попытки. Но все это, в общем-то, тратит наши попытки. Так что имейте это в виду. Ну а сервис, как вы поняли, в общем-то, полезный. Если в него вникнуть и разобраться в этих помощниках, разобраться в тегах, чтобы более четко описывать то, что нам нужно, то некоторые ребята умудряются этой штукой, ну, не просто вот как бы превьюшку нарисовать, как я нарисовал. Можно очень интересно обрабатывать фотографии, там можно выкладывать эти фотографии на ресурсах для продажи изображений, можно там использовать их в дизайне, можно использовать там в создании сайтов, ну и, в общем-то, на что у вас фантазии хватит. Но я, пожалуй, еще нажму V1 и скачаю еще себе большой вариант третий. Черт, чуть не лоханулся. Я хочу нажать V3. Ну, как видите, я успел здесь нажать Canceling. Неправильно вам дал информацию. То есть V это как раз доработка одного конкретного изображения, а U это просто увеличенная копия. Итак, вот она сгенерировалась, и давайте же посмотрим. Да, видите, есть отличия по количеству рожек, по количеству разного. Вот тут, кстати, прикольно, рука стала нормальной. Вот здесь рука нормальная, вот здесь рука нормальная. Вот это будет прикольно. Давайте сохраню себе картиночку. Пойдет она на мои превьюшечки. Ну, еще немножко, ребята, сгенерировал, скормил, короче, картинку с Пекси, со словами «много роботов, война, все дела». Получились вот такие вот интересные роботы. Роботы, кстати, очень даже ничего. Правда, логотипа А4 не видать. Здесь вообще получилось, что попало. Ну, а сейчас я скормил другую картинку и написал уже более такое лаконичное описание. И давайте посмотрим, что у меня получилось. Кстати, вот даже тут пытался нарисовать логотип Spexy. Вот такие вот еще получились у меня роботы. Правда, я там вижу
ошибку, которую я допустил в описании. Что-то переводчик лоханулся. Давайте сохраним себе еще картиночку из Pexi. Кто не знает, что такое Pexi, смотрите видео на канале. Это ближайший новый Move to Earn. Так, исправил немного описание. И сейчас посмотрим, что получится. Ну вот, что-то никак не хочет он мне рисовать many robots. Я хочу много роботов там увидеть. Но что-то он как бы рисует одного мне робота. Так, ну и давайте смотреть, что он тут нам нарисовал. Так, вот эта картиночка мне вообще понравилась. Вот это тоже хорошо. В общем-то, все хорошо. Золотые монетки, горы. Правда, я писал горы золотых монеток, но тем не менее, в общем-то, неплохо. Единственное, что мне не нравится, что опять же здесь нету много роботов. Я хотел армию роботов. Можно сейчас попробовать еще написать, допустим, там конкретное число, допустим, 10 роботов. Посмотрим, что получится. Давайте покажем, как я это делаю. Допустим, вот сюда пишем 10 роботов. 10 роботов бегут среди гор из золотых монет. В общем, написали, копируем. Идем в Discord, это дело закрываем и вставляем еще раз. Итак, в общем-то, еще один результат выглядит вот так. Уже взял нового робота, перефразировал. И, наконец-то, я вижу уже там много разных роботов. Ну, 10 штук. Наконец-то ему дошло, что я хотел. И вот оно сгенерировалось. Открываем в браузере. И вот мы видим, по крайней мере, их тут не 10. И вот на заднем фоне тяжело назвать их роботами. Это похоже на одну ногу. Но, в общем-то, прикрыв глаз, ну, по крайней мере, вот эту вот в нижнюю картинку, точно сказать, что на фоне задней есть роботы. А вот этот вот робот вообще конкретно похож на спексиового робота. Ладно, в общем-то, сохраняю. И на этом все. В общем, ребята, ставим лайк, кому понравилось и видео было полезным. И до скорых встреч.